Представьте себе небольшой уединенный городок со всех сторон окруженный горами, улицы которого таинственным образом опустели. Не видно ни единого жителя, не слышно лая собак, звуков музыки, доносящихся из открытого окна, или любых других звуков, свидетельствующих о том, что в городе есть жизнь. Того и гляди, сейчас на город опустится туман и раздастся... Cheryl? Is that Cheryl? Но нет, это не Silent Hill, еще пока не он. Это Сноуфилд из фильма «Фантомы» 1998 года. Из фильма, который оказал заметное влияние на игру Silent Hill. И который мог бы оказать заметное влияние на карьеру Бена Аффлека, который исполнил в нем главную роль. Ведь фильм с треском провалился, получив 13% положительных рецензий от критиков и 5 баллов от зрителей. И даже по прошествии почти 30 лет эта ситуация не улучшилась. Но Бену повезло, потому что фильм вышел в аккурат между «Умницей» Уиллом Хантингом и «Армагеддоном». И впоследствии все как будто бы забыли про единственный случай участия Бена Аффлека в фильме ужасов. По крайней мере, у нас забыли, потому что в фильме «Джей и молчаливый Боб наносят ответный удар» фразу Word, bitch. Phantom's like a motherfucker. перевели как Но Аффлек отлично играл в Пёрл-Харбор. Точно, чувак, это улетное было кино. И даже как-то странно, что Бен Аффлек после этого ни разу не говорил, что никогда больше не будет сниматься в хоррорах. Хотя, наверное, в этом случае мы бы увидели больше хорроров с его участием. Помимо Аффлека в фильме снялись не менее именитые актеры, такие как Питер О'Тул, дед Калигулы и отец Гектара, Лив Шрайбер, на тот момент снявшийся во «Втором Крике» в роли Хлопка, и Роуз МакГоун, девушка Мерлина Мэнсона, потому что в «Зачарованных» она появилась только в 3-м сезоне, в 2000 году. Вообще Роуз МакГоун снялась в «Крике» еще раньше Лива Шрайбера, но кто об этом помнит? Я вот забыл, поэтому записываю в попыхах это уточнение, забив на видеоряд. Снял же «Фантомов» некий Джо Чапель, срежиссировавший до этого 2 фильма. Первый – «Криминальный квартет», у которого такое описание. В фильме есть все: кровавые разборки и погони, гонки по лабиринтам метро и туннелям, выкуп, кровь, страсть, предательство, секс. А второй фильм «Хэллоуин 6», который я не смотрел, но уверен, что в фильме есть все: кровавые разборки и погони, гонки по лабиринтам метро и туннелям, выкуп, кровь, страсть, предательство, секс. Но, к сожалению, это описание не подходит «Фантомам», потому что в Сноуфилде нет метро, но найдется место туннелям. А еще на Кинопоиске в разделе «Если вам понравился этот фильм» указаны «Мгла», «Нечто» и «Оно», с чем я полностью согласен, потому что очевидно же, что в этих фильмах есть все: кровавые разборки и погони, гонки по лабиринтам метро и туннелям. Хватит. Хорошо увлекся. А еще это экранизация одноименной книги Дина Кунца «Фантомы». Сценарий к фильму он, кстати, сам написал, поэтому будем считать, что книгу читать не обязательно для понимания фильма. И да, если вы еще не поняли, это не «Фантомы» 2008 года про фотографа в Японии. Вроде бы все сказал, теперь можно начинать играть в «Мир кораблей». «Мир кораблей» — это не просто отличная игра от питерских разрабов, но еще и кладезь разнообразного контента, которым этот месяц заполнен до отказа. В «Мире кораблей» появилась новая механика — ремонтный док. Она позволит игрокам восстанавливать корабли на основе конструкции и заготовок и забирать себе в порт. Первыми кораблями станут британский крейсер «Экстер» и японский линкор «Хьюга», которые можно будет отремонтировать совершенно бесплатно. Также начнется событие, посвященное легендарному японскому крейсеру 10 уровня «Китаками». Выполнив цепочку специальных боевых задач и вложив игровые ресурсы, вы сможете забрать легенду себе. У него 40 торпед. 40. Набор операций в «Мире кораблей» становится еще разнообразнее. Теперь всем доступна операция «Волчья стая» с возможностью игры на подлодках 8-10 уровня, а также суперподлодках. Так что не стрессуйте, качайте «Мир кораблей» по ссылке в описании, активируйте инвайт-код SUPERSTART 2024 и лутайте кучу подарков на 16 тысяч рублей для бодрого старта. Итак, возвращаемся на сушу, где мы с вами держим путь в злосчастный Сноуфилд в компании 2 прекрасных дам, сестер Дженнифер и Лизы.
Дженнифер старшая, она доктор и какое-то время уже проживает в Сноуфилде, куда я решила привезти свою младшую сестру погостить на месяцок, чтобы та, как мы позже узнаем, избавилась от алкогольной зависимости. И я не удивлен, еще бы тут не стать алкоголичкой, снимаясь в фильмах Грега Араки и встречаясь с Мерлином Мэнсоном. И да, ребята, не увлекайтесь алкоголем и наркотиками, а то вас увезут в лесную хижину, где будет твориться дичь, или в уединенный городок, где тоже без дичи не обойдется. И вот они в Сноуфилде, где, как я и говорил, подозрительно безлюдно, как будто вот-вот налетят лангольеры и похавают тут все. Девушки же не придают этому большого значения. Напоминает старомодный городишко. Здесь всегда так тихо? Нет. Обычно нет. И паркуются возле дома Дженнифер. Где все? Красивое место, никого нет. Хильда, ты дома? Тебе она понравится, хозяйка от Бога. Утром она обещала яблочный пирог. Это не то, что ты думаешь. И Хильда обещание сдержала, а потом с чувством выполненного долга на тот свет сбежала. Она умерла внезапно. Откуда ты знаешь? Крови нет. Следов борьбы тоже. Может быть, ее в стойке разобрали? Какой-нибудь любитель бокса. Так или иначе, нужно вызывать представителей компетентных органов. Но телефон не алло, поэтому они решают до них доехать. Но машина не врум-врум. Благо ноги еще пока топ-топ. И они отправляются до участка шерифа пешком, даже не попытавшись заглянуть к соседям. Полиция в 4 кварталах. Пойдем пешком. Ни к одному из соседей на протяжении всех 4 кварталов. В участке они обнаруживают тело помощника шерифа, который начал превращаться в смурфика и умер. Девчата хоть и нервничают, но не теряют самообладание и вооружаются. А ты умеешь им пользоваться? Приблизительно. Вот так. Она умеет обращаться с большими черными стволами. Я имею в виду оружие. Пушки. Дробовик конкретно в этой сцене. Это я Ютубу объясняю, а то он опять напридумывает себе чего-нибудь. Тут до них наконец доходит, что во всем городе никого нет. Все мертвы. Этого не может быть. Не весь же город. Я в полном смятении. Вы знаете, что тут происходит? У меня плохое предчувствие. Тут есть поблизости атомная станция? Нет. Крупный военный объект? Это ядовитое облако от завода в Рамфорде. Тогда это могла быть радиация. Радиация не убивает в один миг. Я же сказал, заводишко бабахнул. Вообще это 100% выглядит как похищение инопланетянами, просто вы опоздали на самое интересное. Девчата же безрезультатно покумеков идут к знакомым Дженнифер, Джейкоб и Анна Либерманы. Это из пекарни, они всегда на месте. которые совсем от рук отбились и головы потеряли. И в контексте причин всего происходящего в этом городе, о чем мы узнаем позже, нахождение голов в духовке выглядит не очень научно-фантастично. «Фантомы» — это мультижанровое произведение. Ты знаешь, это не просто фильм ужасов. Это научно-фантастический фильм, это триллер. А с точки зрения реализма, они слишком сырые. Тем временем на город опускается ночь, и девчата в той же пекарне натыкаются на шерифа и 2 его помощников. Что здесь происходит? Вообще хотелось бы от тебя услышать ответ на этот вопрос. И да, помимо того, что эти трое чудесным образом почему-то живые и не исчезли, и совершенно случайно тоже оказались в этой пекарне, не иначе как пришли пополнить запас пончиков, так они еще не в зуб ногой, что происходит в этом городе. Пол Хендерсон говорил с нами из штаба. Потом связь оборвалась. Мы прибыли как только смогли. Ладно, допустим, их не было в городе, когда случился инцидент. Но тогда возникает вопрос к составу этого трио. Бен Аффлек по дефолту играет Бена Аффлека. Усатый в исполнении актера по имени Ники Кэт. Разве это не женское имя? Почему твои родители назвали тебя девчачьим именем? Играет плод унылой любви серой мыши и белой вороны. В то время как Ливу Шрайберу, по всей видимости, выдали карт-бланш на лицедейство, а черты его характера как будто выбрали с помощью рулетки, из-за чего получился какой-то Чикатило Арни Грейп Эдгейнович, персонаж с максимально неподходящим ему характером, в то же время приковывающий к себе внимание офигенной актеркой Лива Шрайбера. Просто посмотрите, как он реагирует на головы в духовке. Стью, идем. Стью.
Ты в порядке? Да. Нормально. Или на обнаруженное им в одной из комнат гостиницы тело какой-то женщины, которая, мягко говоря, уже была не в кондиции. Привет. Расскажешь, что тут случилось? Что ты делаешь? Я просто Искал улики? Да. Хотя, если верить Кинопоиску, то это легендарная Линни Куигли, которая отплясывала эротичный танец на кладбище в фильме «Возвращение живых мертвецов». И Стью узнал ее и решил прикоснуться к легенде. Но в любом случае, это очень странный помощник шерифа, еще судя по множеству проявлений. Познакомившись, вся эта компания идет погулять. На улице все внезапно начинает свистеть, гудеть, пердеть, мигать. Что за хрень тут творится? И больше ничего не происходит. Тогда они идут в гостиницу, где помимо рандеву Стью с Линни Куигли, еще шерифу мерещится пацанчик, которого он когда-то пристрелил, из-за чего его сослали в этот городок. Также они находят надпись на зеркале Тимоти Флайт, ископаемый враг. в ванной комнате, которая была закрыта изнутри, но пустая. Она писала губной помадой. Но где тюбик? Исчез вместе с владелицей из запертой комнаты без окон. И что еще загадочней, в одной из комнат они обнаруживают груду металлических вещей, принадлежавших людям. Золотой зуб. Дженни, что это? Кардиостимулятор. Существо копирует клетки, но с неорганикой оно не справляется. Поэтому и выплюнуло их. Ну и Стью продолжает чудить. Хочешь, покажу кое-что? Что? Покажу. Как рыбку я ужу. Обратившись же к книге учета посетителей, они выясняют, что Тимоти Флайт в ней не останавливался. И, к слову, фильм толком не объяснит, почему одни люди исчезли, другие остались, но умерли, а третьи остались частично и в самых непредсказуемых местах. Как эта рука, например. Здесь этого не было. Мы бы заметили. Эта штука тупая, как пробка. Да? Тогда как она написала это и спустилась вниз? Внезапно с улицы доносится женский крик. Усач бежит на помощь, но тут же... Это становится последней каплей, чтобы шериф запросил поддержку по рации. Повторяю, Тимоти Флайт, ископаемый враг. Мне нужна поддержка федеральных сил и армии. До этого он, видимо, думал, что они как-нибудь втроем издюжат, но вдвоем нет. Это ведь как проходить игру The Lost Vikings с двумя викингами. Алло! Что это значит? То же самое я слышала по телефону. И опять-таки, Стью ведет себя так... Выходит, мы сами по себе. Постой, Стью. Никто здесь не сам по себе. У нас есть определенные инструкции, и субординация сохраняется. Виноват, шериф. У меня нет с собой учебника. Это что, термин ФБР? В чем дело, Стью? Ни в чем. Я стараюсь быть хорошим полицейским. Как будто он станет их главной проблемой, как фиктивный муж Элис в «Первой обители зла», или как персонаж Сэма Нила в фильме «Сквозь горизонт», а не вот эта вот вся мистика и бесовщина. Ну а пока они упаковывают и складывают трупы. И да, кстати, после похищения усача они возвращаются в офис шерифа. Правда, нам не показывают, как они это делают. Чисто совершают легкий вечерний променад. Знаешь, а доктор ничего. Не обсуждается. Что же тогда обсуждать, шериф? Ничего. Я только хотел сказать, что вы друг другу подходите. Знаешь, Стью, это совсем не остроумно. Я понимаю, к чему ты клонишь, так что лучше завязывай. Мне все равно больше нравится молоденькая. Хватит уже, заткнись, ясно? Полегче, шериф. Полегче. Тут свидетели. Вот что бывает, когда человека воспитывает собака. Разгореться ссоре не дает телефонный звонок. Кто ты?
Но это, очевидно, офицер Дуфи сам случайно нажал быстрый набор, когда пылесосил. А затем они замечают некий неопознанный летающий объект. Что это было? Я хуй знаю, блядь. Который всем своим видом просит залпа из всех орудий. Какая сволочь стреляла! Что бы это ни было, сюда оно не вернется. Откуда такая уверенность? Во-первых, шеф, мы пальнули в него раз 30. Но не факт, что убили. Блин, про этого персонажа можно отдельный фильм снимать. Или даже сериал. Настолько он прикольный ебако. Но в этом фильме его пребывание как будто бы подходит к концу. Потому что на него нападает какая-то тварь, прилетевшая сюда прямиком из фильма «Мгла». Кровожадный же мотылек сваливает, как прилетел. Они заколачивают окна. Отлично, Джордж, но лучше спустимся в подвал. Ну а Стью постигает участь той маленькой шлюшки из ДМБ, если бы она не послушалась бомбу. Я тебе сейчас лицо обгладаю. Вырвала глаза и высосала весь мозг, что невозможно. Один только мозг весит 6-7 фунтов. Оно съело его за считанные секунды. Ой, да там было раз в 10 меньше, поэтому ничего удивительного. Это она еще долго копалась в поисках крупиц серого вещества в черепушке этого интеллектуала. Похоже, это демон из самой преисподней, и он хочет потанцевать. Тогда помимо учителя по танцам, этому дьяволу может понадобиться еще и адвокат, после того, что он сделал с Уорглом. И да, я знаю, что она сказала «демон», но в оригинале звучит «девил». Ну а действие из злосчастного Сноуфилда переносится в дождливый, все равно куда, в редакцию издания White World News, где тот самый Тимоти Флайт пишет свои конспирологические статейки. В журналы, где помимо всего прочего можно почитать про демона, сбежавшего из интернета, свидание с Бигфутом и про то, что 31 декабря 1999 года Земля исчезнет. Наверное, ее съест тысячелетний жук. Кстати, в следующем номере можно будет почитать про деревенскую девушку, залетевшую от инопланетянина. Корреспонденты уже берут у нее интервью. Еще там должна была выйти статья про пчел, но корреспонденты, готовившие ее, до сих пор не вернулись из польской деревни. Ну а пока к деду пришли два ФБРовца, один из которых Тибек, из «Побега» для большинства, а лично для меня ученый из третьей особи и коп из барахольщика. Дед же не просто безумный конспиролог, он известный палеонтолог, работавший в Оксфорде, откуда его выгнали за статью о ископаемом враге, из-за которой за ним сейчас пришли. Мы просим вас пойти с нами. Не вижу в этом никакого смысла. Вопрос национальной безопасности. Но вернемся в Сноуфилд, где Лиза захотела в туалет. Проводите меня кто-нибудь. Шериф осматривает кабинки. Только сунься снова. Все в порядке? И оставляет даму наедине с мочевым пузырем. Та же собирается покурить, но роняет сигарету в раковину, из которой доносятся какие-то звуки. Воняет канализацией. Наверняка я под ресторанном канале. Как вдруг в раковине оказывается 2 сигареты. Стирать она их собралась, что ли? Ну и еще сзади раздается звук смыва. И любая другая нормальная Лиза побежала бы к шерифу, но это хочет первой в мире увидеть какающее привидение. Помоги. Дай бумажку. Здесь кончилось. Обещаю помочь тебе. И, к великому сожалению, никого не обнаруживает. Хочешь, кое-что покажу? Ты такая милашка. Да, возрадуйтесь, он вернулся. Правда, пока не ясно, в качестве кого. Потому что в туалете его в итоге нету. И тело пропало. Оба тела, будь они неладные. А вся эта ситуация мне очень напоминает фильмы «Иногда они возвращаются снова и снова», который вышел в том же году. Обзор всех 3 фильмов, кстати, есть на канале. Но не будем отвлекаться. Тем более, что над городом уже летает военный вертолет. Это рекогносцировка на местности, они не сядут. Новый план собирайтесь, я вывезу вас отсюда. Великолепный план! Почему ты не придумал его раньше?
Не потому ли, что... Поезжайте. Ну давай же. Не заводится, в движке, наверное, дело. Глянем под капот. Ничего себе. Наверное, с движком что-то. Тем временем Тимоти Флайта самолетом и машиной буквально за пару часов пригоняют в Сноуфилд. И все потому, что кто-то написал на зеркале в ванной комнате его имя и название статьи, в которой описывается то, что на протяжении всей истории в разных частях планеты случались массовые исчезновения людей. Дорис не у Чака. Я покажу тебе Дорис. Вот она, Дорис. От нее осталась лишь горстка праха. Смотри. А это Чак. И то, военные это не сами увидели, им это по рации шериф передал. С тем же успехом он мог бы сказать: Ларису Ивановну хочу. Так или иначе, военные пригнали полевую лабораторию до предела, забитую полевыми учеными. Как думаешь, чего нас так разодели? Что бы то ни было, не зря нас из увольнительной дернули. Которые готовы сию секунду выдвинуться в город, где с этим трио ничего не происходит. Давай, родная! Нам отсюда не выбраться. Но если мы трезво все оценим, то выберемся. Обещаю. Почему ты так уверен? И вот военные на месте. Приехав, они сразу начинают все осматривать, обследовать, засовывать пальцы в сливные отверстия, готовить смузи, ужинать при свечах. И вот это вот все, что ученые обычно делают в городах, где исчезли все жители. Ну или точнее не все, потому что ученые продолжают находить редкие тела то тут, то там. Тимоти Флайт дает этому такое объяснение. А тут что немного, что оставлено на потом, как бывает у пауков. Очень по-научному. Теперь хочу стать Тимоти Флайтом, когда состарюсь. Он такой умный. Вдруг, как по заказу товарищей Горбункова и Казадоева, начинает твориться... Дичь! Дичь! В канализационных тоннелях на солдата нападает некий невидимый враг. Какой-то мужик, только что спавший вечным сном, вдруг оживает и желает интима, предположительно. А в церковь приходит пес. Что странно, потому что... Пока вы здесь, приходилось слышать лай? Лай? Нет. Видели кошек, собак? Нет. Ученый начинает его тискать, по-научному, в соответствии со всеми директивами и инструкциями. Пес же начинает косплеить собаку из нечто. Косплей не сказать, что точный, но для собаки очень даже достойный. Быстрее, сюда! Сожги его. Господи, что же это такое, сволочь какая. Поэтому в церкви не остается никого в живых, кроме Тимоти Флайта, если не считать того, что ученые теперь чьи-то марионетки, или, если угодно... Дроны, фантомы. Флайт. Вас привезли сюда, доктор Флайт. Так делайте свое дело. Ищите Евангелие. На этом моменте я, если честно, приуныл, потому что решил, что все в итоге скатилось к религии. А я меньше всего на свете люблю религиозные фильмы ужасов. Благо, это не так. Он здесь, он всюду вокруг нас. Да им пофиг, проблемы их как будто обходят стороной. А вот в главного вояку тоже проникает какая-то черная субстанция, целиком заполняя его скафандр. Не сопротивляйся, не задерживай дыхание. Дыши, попробуй вдохнуть. После чего он достает изо рта стекло и... Харчок превращается в ящерку, а фантом опять заводит свою пластинку. Сие плоть моя. Изучайте, пишите Евангелие. Ну, какая плоть, такое и Евангелие будет. Рептилоид Едишин.
После этих слов он падает и сдувается. Фамилию такую ему, конечно, неспроста дали. Герои укрываются в передвижной лаборатории. И далее нам на протяжении 5 минут поясняют, что это за враг такой. Возможно, нечто вроде плоского червя. Вроде кого? Некоторые черви способны пройти лабиринт. Если их измельчить и скормить другим червям, они пройдут лабиринт с первой попытки. Они получают информацию через плоть. Короче, это некий организм, который живет очень глубоко под землей. Может на длительное время впадать в спячку, преимущественно питается микроорганизмами из почвы, но иногда выходит на поверхность, похавать людишек. Хотите сказать, эта штука может принять любую форму того, кого съел? Даже фантастического существа. Что-то, что жертва видела в кино или во сне. Значит, он узнает все, что знали жители города о вас. Или обо мне. О да, тебе-то есть что скрывать. У меня в постели голый Бен Аффлек. Похоже, зубная фея была тобой сегодня очень-очень довольна. Сам же он о себе другого мнения. Кто ты? Вал. Белял. Некоторые жертвы могли думать, что это дьявол. Он почерпнул это от них и поверил в то, что он и есть дьявол. Зачем ты убил этих людей? Они Скотт. Шериф Брайс приходит к выводу, что у свежеиспеченного дьявола очень раздутое ЧСВ. Эго, он считает себя сатаной, так? Сатана посчитал себя выше Бога. И он пал. Именно. Интересная теория, но сатана имел дело с Богом. А вы, напомню, всего лишь... Скотт. Я Бэтмен. Конечно. 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 Начинается мозговой штурм. Какого оно размера? Большого. Он огромный, наши понять не могут. Где кончается жук и начинается планета. Откуда вы вообще что-либо знаете о нем? Логическая дедукция. Просто догадался, что под землей живет огромное аморфное нечто. Любой мог бы так сделать. А если химией или кислотой? Понадобится грузовик. Потом, как это доставить к цели? А ядерным оружием? Обязательно бахнем, но потом. Но вот доктор Флайт обнаруживает совпадение. Парафин. Эта штука более сложная, чем соединение парафинового масла. Но есть соответствие в соотношениях углеводорода и еще ряда минералов, а также веществ, содержащихся в организме человека. Углеводород. И так как военные прихватили с собой целую коллекцию штаммов всяких вирусов и бактерий, они решают убить врага бактерией, которая разлагает нефтепродукты. Каждая бактерия самовоспроизводится каждые 11 секунд. Существо будет ими кишить. Да-да, это вам не картофельная пушка и даже не начиненные динамитом радиоуправляемые машинки. Это, если вы вдруг забыли, научно-фантастический фильм. Хватит ли одного флакона? Может быть и надо... Если они делятся каждые 11 секунд, мы за час получим гораздо больше. Верно. Тем временем фантомы добираются до лагеря военных, чтобы за кадром устроить там то, на что Рипли отреагировала бы не иначе, как... Пиздец нахуй, блядь! Другими словами, помощи нашим героям ждать теперь неоткуда. Да она им и не нужна. Они уже решили, как будут побеждать врага, ну или как минимум попытаются. И для начала шериф идет в соседнюю крепость на колесах за пусковыми установками для шприцов с бактериями. Откуда он знает, что они там есть, непонятно. Может быть, он тоже плоский червь и где-то за кадром укусил одного из ученых. И по задумке эта сцена, видимо, должна быть напряженной, жуткой, пугающей, но воспринимается скорее как глупая и нелепая. Потому что пока они придумывали, как победить врага, он всю дорогу их лаборатория шатал. А сейчас, когда шериф явно какую-то хитрость удумал, он за ним молча наблюдает. Сначала в образе Копперфильда, который решает просто смачно рыгнуть. А потом и в образе хорошего мальчика с очень красивыми глазами. Но буду честен, в этот момент мои яички сжались до размера горошин. Правда, фильм сам тут же испортил этот воистину саспенсовый момент. Иди отсюда, мальчик, не мешай. Напомню, это фантом существа, мнящего себя богом или сатаной. Еще лучше было бы, если бы шериф кинул ему палку. Ну, в смысле апорт, а не то, что вы подумали. Как ты предлагаешь выманить его целиком? Нет. Нет. О, нет. В общем, Флайт выходит на улицу, чтобы взять на понт ископаемого врага.
Если я должен сказать миру, мне надо узреть тебя. Он рассказывает, как они собираются его победить, но тут же добавляет. Но они не понимают, что смерть для смертных, а не для богов. Покажи себя. Богам нечего бояться. Или есть. А так как ЧСВ врага не уступает его размеру, он с легкостью ведется на эту разводочку и сначала выводит на улицу всех своих шох. Боты повсюду, впервые такое вижу. А потом объединяет их в одного огромного себя, получается. Тут же выбегают шерифы с девушками и шмаляют в него шприцами с бактериями. Он, немного побуянив и пошвыряв машины, смывается обратно под землю. Эту тварь надо убить. Сдох? Не попал. Шериф, как персонаж сказки «Братьев Гримм», спускается за ним в каналью, страху учиться. Девчата тем временем прячутся в офисе шерифа, где, пользуясь случаем, вооружаются. И не зря, потому что появляется наш старый знакомый. У вас оружие, дамы. Вы же не станете стрелять в безоружного. Глупый вопрос. И черт подери, как же он хорош. Каждый кадр с ним услада для глаз и ушей. Хочешь, покажу кое-что? Если бы в те времена был Тиндер, я, кажется, знаю, с кем бы у него было совпадение. И с тещей, я уверен, он бы поладил. Время лимбы. Насколько ты гибок? Блин, реально, я, наверное, не получал столько удовольствия от киношного злодея со времен ужасающего. Даже как-то не хочется душнить и задаваться вопросом, почему он такой человечный, а прочие фантомы общаются отрыжками и в целом ведут себя как зомби. Ладно, в общем, девчата прячутся от него на чердаке. Куда он лезет за ними? За что вы меня убиваете? Человек. Бог. Главное, у кого ружье. Дальше не происходит ничего похожего на это. Скорее наоборот. Дженнифер засовывает в дуло шприц и... После чего Стью, или то, что от него осталось, плавится как воск. Шериф же в канализации встречает того самого мальчика, ну, точнее, фантома с его внешностью. Ладно, все хорошо. Тебя не обидят. Иди ко мне. Получает от него крепких звездюлей и теряет шприцы, которые мальчик поднимает. Вечно тебе приходится стрелять в маленьких мальчиков. Нет, в этот раз я промахнусь. Блин, как-то это выглядит не очень, мягко говоря. Ну да ладно, фантом исчезает, как и ископаемый враг, по всей видимости. Тимоти Флайт, кстати, увернулся от той машины. И все-таки он победил. Что вы имеете в виду? Он хотел, чтобы я поведал миру, и я это сделаю. Да, только это воспримут как очередную конспирологическую историю в стиле «инопланетяне похитили лохнесское чудовище и делали с ним всякое». Потому что в противном случае никто бы не дал тебе об этом рассказать. И вообще, странно, что правительство не скинуло на этот городок атомную бомбу. Тут это киношное клише так и просится. Заканчивается же фильм тем, что нам показывают Стью в баре. Хотите? Покажу вам кое-что. Я, конечно, рад за него, но логичнее было бы, если бы Тимоти Флайт стал фантомом ископаемого врага. Итак, резюмирую. Допустим, есть древний аморфный организм, который живет глубоко под землей, питается микроорганизмами и способный усваивать знания и опыт своей пищи. Чаще всего он находится в состоянии спячки, но иногда выходит на поверхность, чтобы поглотить какое-нибудь людское поселение, как это было с племенем майя, какой-то английской колонией и некой 3000-й китайской армией, и как оно употребило население Сноуфилда, где, по всей видимости, в каждой прикроватной тумбочке лежала Библия, а на каждом журнальном столике еженедельно
еженедельный выпуск White World News, в котором некий Тимоти Флайт логически вывел существование этого организма и описал, какой этот организм могущественный, опасный и какую угрозу несет всему человечеству. Усвоив эту информацию, нечто из недр решило, что было бы неплохо в эпоху масс-медиа и набирающего обороты культа славы, успеха и популярности заявить о себе во всеуслышание. Расскажите миру. И заменить собой существующего бога, или сатану, или что-то типа того. Я так и не понял его мотивов на самом деле. Как и того, зачем он дал свое тело для исследования, чтобы что? И почему просто не поглотил Тимоти Флайта, не создал его фантом и не написал сам свое Евангелие, особенно если учесть, как хорошо он умеет копировать. Короче, к происходящему в фильме еще много вопросов. Наверное, в книге есть ответы. Наверное, Дин Кунц написал хреновый сценарий. В то же время, если вас не сильно заботят смысл и логика в фильме ужасов, то и как фильм ужасов «Фантомы» как будто не работает. Потому что, как мне кажется, отчасти зритель пугается, сопереживая главным героям. А в «Фантомах» главным героям опасность начинает угрожать только в финале. При этом все остальное время они как будто неприкасаемые. А ведь у фильма был такой богатый арсенал для устрашения. И, пожалуй, объективно он заслуживает средний 5 из 10 баллов. Но субъективно, для меня, как для человека, который думал, что уже видел все плюс-минус интересные старые фильмы ужасов, «Фантомы» стали откровением и удивительной находкой, тянущей на 12 из 10 на кончике. Я натурально офигел, когда из собаки вдруг полезли щупальца, и когда Уоргл превратился в осьминога, после чего получил 2 смачных хедшота. Я рассчитывал на унылую мистику, а получил так обожаемый мной боди-хоррор. Ну и Лив Шрайбер меня дико позабавил. Даже как-то странно, что об этом фильме так мало говорят. Вообще не говорят, даже в контексте Silent Hill'а. Я, по крайней мере, не помню такого. Он как минимум заслуживает упоминания в качестве худшего фильма где-нибудь рядом с полем битвы Земля, если судить по оценкам. Короче, зараспространите среди жильцов вашего ЖЭКа, чтобы о фильме узнало как можно больше людей. И он стал культовым спустя 30 лет. Ну и подписывайтесь на мой телеграм-канал. Не знаю зачем, просто подписывайтесь.